Тема у нас, можно сказать, немножко университетская. Ну, у нас времени не так много, поэтому я взял не весь материал, то есть там из 20 плюс паттернов, условно, самых известных, которые входят в программу, я взял около там 9-10 штук, постарался найти максимально простые какие-то понятные примеры. В некоторых случаях это даже по несколько примеров, чтобы было понятно, что это такое, с чем его едят. И, в общем, наша тема сегодня это шаблоны проектирования JavaScript, то есть паттерны проектирования. Что такое паттерн вообще? Это часто встречающееся решение определенной проблемы при проектировании архитектуры программ. Ну, то есть, в отличие от каких-то готовых решений, даже каких-то готовых функций, библиотек, которые решают конкретно те или иные задачи, паттерн нельзя вот просто так взять и скопировать и применить как какое-то уже готовое решение. Потому что паттерн, прежде всего, представляет собой какой-то, то есть набор определенных правил, схем, какая-то общая концепция решения той или иной проблемы. То есть вам еще, помимо того, чтобы ну, понять этот паттерн, знать эти паттерны, вам нужно еще понимать, когда, как и в какой ситуации нужно их применять. То есть паттерн сам по себе не является каким-то готовым решением. Паттерны часто путают с алгоритмами, потому что эти оба понятия, казалось бы, на первый взгляд, призваны решать какие-то конкретные задачи, какие-то определенные проблемы. Но, то есть, если алгоритм — это четкий набор действий, то есть у вас есть какая-то конкретная задача, вы берете алгоритм, который нужен вам для какой-то конкретной цели, и просто поставляете туда свои данные какие-то исходные, и он, в принципе, решает вашу проблему, то паттерн — это высокоуровневое описание решения. То есть это, можно сказать, как инженерный чертеж. То есть у вас есть сам чертеж, но нет какой-то уже готовой конкретной реализации. Вам нужно самим понять, подходит ли этот чертеж под вашу деталь, и стоит ли его брать, и как его реализовать конкретно для вашей цели. То есть тоже, там, не знаю, гвозди бывают разные, и там для разных досок вам нужны разные размеры. То же самое и с паттернами. Алгоритм — это как готовый какой-то кулинарный рецепт. То есть у тебя есть набор каких-то определенных действий, шаг за шагом, решая которые ты придешь к конкретному результату, который, в принципе, ты заранее знаешь. Зачем же, в принципе, вообще паттерны, если это так, казалось бы, на первый взгляд, сложно и тяжело, и тебе нужно все обо всем знать? Скажу, наверное, проще. В повседневной работе, ну, конечно, мы все больше, кто ребята, особенно кто пишет на React, кто является фронтенд-разработчиками, мы больше, конечно, приверженцы, скорее всего, функционального подхода. Ну, не скорее всего, оно так и есть. Но все равно в каких-то моментах, например, ну, я по своему опыту, мне проще, например, какие-то запросы к API, если это там с каким-то Axios, писать через классы. То есть, ну, по мне так удобнее. Ну, и если особенно это работа с бэкэндом, то там без паттернов никуда. Зачем же паттерны вообще, в принципе, нужны? Это проверенные решения. То есть в своей жизни вы часто сталкиваетесь с какими-то задачами и применяете те же паттерны, алгоритмы, и чаще всего вы, в принципе, об этом даже не задумываетесь, потому что, ну, для вас это кажется какое-то решение, которое пришло вам в голову, или где-то вы слышали, видели, вы это применили, и на самом деле это был какой-то алгоритм или паттерн довольно известный, популярный. Или второе, что можно выделить, это стандартизация кода. То есть, если использовать в своей работе паттерны, то ваш код, ну, так или иначе становится каким-то более общим принятым, более стандартизированным, и другому разработчику, который работает вместе с вами, либо приходит на ваш проект, проще работать, потому что, ну, он плюс-минус понимает, что это такое уже только с первого взгляда. Ну и общий словарь. Ну, конечно, общий словарь — это так можно сказать с натяжкой, потому что э, если не все знакомы с паттернами, с их реализациями, но в принципе плюс-минус, если человеку объяснить, что это такое,
то проще объяснить, как работает паттерн, чем как работает какое-то готовое сложное решение. И так будет проще объяснить какую-то часть кода, либо общаться с другим человеком, который, в принципе, до этого в паттернах да и не слышал. Ну и можно выделить несколько групп паттернов. Это порождающие паттерны, структурные паттерны и поведенческие паттерны. Что такое порождающие паттерны? Они отвечают за удобное и безопасное создание новых объектов или даже целых семейств объектов. То есть, по сути, это, ну, грубо говоря, там, конструкторы. Структурные паттерны отвечают за построение удобных в поддержании и иерархии классов. То есть структурные паттерны нам нужны для того, чтобы как раз этими объектами, которые были созданы классами, можно было легко и просто управлять. То есть для создания каких-то упрощенных, обобщенных интерфейсов. И поведенческие паттерны решают задачи эффективного и безопасного взаимодействия между программами. То есть у нас может быть несколько там, даже если мы там используем порождающие структурные паттерны, все равно интерфейсы со временем раздуваются, и взаимодействия между ними могут быть очень сложными, поэтому, используя поведенческие паттерны, мы можем как-то также упростить, структурировать и более наглядно отобразить механизмы работы и взаимодействия объектов друг с другом. Так, если дальше идем по конкретике, по каждой группе паттернов я выбрал по 3 примера. Ну, на мой взгляд, они такие более так сказать, часто встречающиеся, возможно. Больше не брал, потому что их тут, как видите, очень много, и плюс-минус, чтобы вложиться время. Поэтому начнем. Фабричный метод. Фабричный метод — это порождающий паттерн проектирования, который определяет общий интерфейс для создания объектов в суперклассе, позволяя подклассам изменять тип создаваемых объектов. Теперь, если простым человеческим языком, то фабричный метод — это, в принципе, какая-то аналогия, там, можно сказать, очень похожа на функцию конструктора, основная задача которой — это создавать какие-то унифицированные объекты с заранее определенными именами свойств и методов. То есть паттерн фабричный метод позволяет делегировать логику создания нужных экземпляров дочерним классам. Но паттерн полезен в том случае, если логика работы подклассов одинаковая, но конкретные подклассы, то есть конкретные объекты, создаются уже в процессе самой работы. То есть заранее нам неизвестно, сколько нам нужно, какие они нужны. То есть мы можем их дополнять, расширять и тем самым создавать какой-то конструктор, шаблонизатор для новых объектов. Так, я сюда немножко накидал кода, но это так, для истории. Проще будет показать это все на коде. Тут такие, не то что прям из реальной жизни, но несложные примеры работы каждого паттерна. Если мы говорим о фабричном методе, то можно себе представить, например, менеджера по подбору персонала, который работает с кандидатами на разные вакансии. И вместо того, чтобы вникать в тонкости какой-то каждой должности, он просто делегирует свои полномочия. То есть у нас есть, мы можем создать несколько типов интерьеров с одним интерфейсом. Секунду, переключусь. Да, мы можем создать несколько типов интерьеров с одним интерфейсом. И что мы, в принципе, имеем? У нас есть разработчик, у нас есть менеджер и есть менеджер по подбору персонала. Менеджера по подбору персонала он реализует один метод, то есть он, ну, это так сказать, есть наша фабрика, он реализует метод самого интервью. То есть дочерние классы расширяют его и представляют нужных интервьюеров. То есть у нас, как изначально, мы создали, вот здесь мы создали несколько интервьюеров, и просто с помощью непосредственно класса менеджер мы их расширяем. И что в итоге получаем? Ну, сама суть конкретно это реализация, то есть мы вызываем класс, вот, который мы расширили, и получается у нас внутри
в этом методе мы вызываем уже конкретно, как сказать, конкретные классы, которые нам необходимы для работы того или иного менеджера. То есть нам не важно, кто это, нам просто нужно иметь один класс, который отвечает за конкретное интервью, то есть за какую-то конкретную работу, неважно, кто это может быть. И у нас есть один класс менеджера, который, в принципе, должен знать про какую-то конкретную свою задачу. И что мы в итоге имеем? У нас есть менеджер, который ищет разработчиков, который отвечает конкретно за свою задачу. Он уже спрашивает какие-то вопросы, например, по поводу паттернов. И если мы добавим, например, менеджера по маркетингу, то у него будет свой пул обязанностей. То есть он будет спрашивать именно уже какие-то там вопросы, касающиеся маркетинга. И какой-то пример более конкретный с созданием классов, это, например, на примере с фабрики автомобилей. То есть у нас есть фабрика, которая создает какие-то автомобили. Ну, если так абстрагироваться от всего, то у нас автомобили однотипные, условно. У них там есть какой-то там модель, у них должна быть цена, у них должна быть скорость. И в зависимости от этого мы уже, ну, на базе этого класса мы создаем фабрику, которая непосредственно принимает какие-то входящие условия, то есть это марку автомобиля, и создает шаблонный, уже, ну, и создает уже какой-то шаблонный объект. То есть тут, ну, тут реализация максимально простая. То есть просто, ну, исходя из условия, мы получаем тот или иной объект. То есть, ну, реализация этого максимально простая. И применяемость, как я уже говорил, это когда у нас заранее известны типы и зависимости объектов, с которыми должен работать ваш код. То есть это на примере с автомобилями. Либо когда вы хотите дать возможность пользователям расширить части вашего фреймворка или библиотеки. То есть это как было на примере с менеджером. У нас есть какой-то исходный класс, который отвечает за какую-то определенную работу, и мы можем с помощью этого класса расширять те или иные роли, тем самым на выходе мы получаем какое-то уже готовое решение, то есть готовый набор каких-то объектов своими заранее заданными свойствами и методами. Но также у него есть свои преимущества и недостатки. Если вкратце, то из преимуществ это упрощает добавление новых продуктов, реализует принцип открытости и закрытости, ну, выводит код производства продуктов в одно место. Ну, то есть, как я ранее сказал, мы унифицируем больше наш код, создаем какие-то шаблонные примеры. Ну и с недостатком может привести к созданию больших параллельных иерархий классов. Да, этим тоже увлекаться не стоит, потому что наследование штука не очень хорошая, и на каком-то моменте просто можно запутаться и не понять, что откуда приходит, и, короче, не есть гуд. Абстрактная фабрика. Разница, кстати, между фабрикой и абстрактной фабрикой, то, что абстрактная фабрика, она, ну, это интерфейс, который копирует другие фабрики, логически связанные с друг другом. То есть абстрактная фабрика, это можно сказать как надстройка над фабрикой, ну, над предыдущим пунктом, который мы с вами рассматривали. То есть это своего рода надстройка. Так, примеры мы пропустим, посмотрим на коде. Так, перейдем к фабричному методу. То есть с фабричным методом мы можем привести пример, ну, абстрактной фабрикой мы можем привести, например, пример из реальной жизни. Это какой-то, ну, условно, реальной жизни, это производство дверей. Ну, строго говоря, у нас, например, есть деревянные двери и есть железные двери. И для производства этих дверей нам, соответственно, нужны разные специалисты. Например, у нас есть несколько дверей, опять же, деревянные двери и железные двери, которые реализуют определенные, ну, представлены определенными классами и объектами. И узкие специалисты для производства этих дверей. То есть, вот, также у нас для этого существует два класса.
Один человек занимается обработкой дерева, другой человек занимается обработкой металла. Для этого, ну, чтобы реализовать абстрактную фабрику, нам нужно это все сгруппировать. Деревянные двери с плотником, железные двери со сварщиком. Новые созданные объекты обязательно должно быть со схожей структурой, но реализовать разные данные. О чем это речь? Абстрактная фабрика подразумевает под собой то, что каждый объект должен реализовать в себе одинаковые свойства и методы, потому что, ну, в противном случае этот работать не будет, потому что как раз суть абстрактной фабрики — это их вызывать. И вот у нас непосредственно есть сама фабрика. Одна фабрика по производству дверей деревянных, вторая фабрика по производству дверей стальных. И внутри них мы уже непосредственно возвращаем одинаковые методы работы, но в этих методах реализуются разные классы. То есть ну, там может быть все что угодно, но в нашем примере это просто один человек, который занимается деревянными дверями, то есть это, соответственно, плотник, и другой, который занимается железными дверями, соответственно, это сварщик. То есть абстрактная фабрика включает в себя необходимые свойства и методы для работы с конкретным определенным продуктом, реализуя в себя внутри обычные фабрики. Ну, если перейти уже к конкретной реализации, просто мы вызываем нашу, например, фабрику для производства деревянных дверей, у которой есть общие, обобщенные, так же как и с железной, ну, с фабрикой для производства железных дверей, методы. И, в принципе, и в итоге вот мы вызываем методы первой фабрики и получаем, что у нас готова деревянная дверь. Он может делать только деревянные двери. Ну, это с другого примера, там еще ниже консоль вылез. И то же самое для стальной двери. По сути, интерфейс одинаковый, реализация одинаковая, но то, что оно скрывает разное. И еще реализация абстрактной фабрики, ну, уже на примере с автомобилями. То есть у нас есть сама эта абстрактная фабрика, которая реализует тот или иной метод, опираясь на входящий параметр. Непосредственно две фабрики, которые реализуют эти методы. То есть это просто разные модели машин. И как тут уже было видно, реализация самой этой, ну, вызов. Мы вызываем фабрику, фабрика получает конкретно, ну, как можно сказать, это, то есть приходит какой-то конкретный заказ. То есть нам нужно спорткар. Для того, чтобы сделать спорткар, у нас есть два фабричных метода. Один, который производит спортивные машины, второй, который производит там какие-то семейные машины. И в итоге мы имеем одинаковые интерфейсы для двух разных фабрик. И опять же, возвращаясь к применяемости, то есть когда бизнес-логика программы должна работать с разными видами связанных с друг другом продуктов, то есть опять же, продукты схожие, реализация интерфейсов одинаковая, но они подразумевают, ну, у них скрыты разные свойства, разные объекты. И когда в программе уже используется фабричный метод, ну, как было ранее сказано, для того, чтобы объединить, ну, у нас не было куча каких-то разрозненных классов, мы используем для группировки, можно сказать, абстрактные фабрики и группируем необходимые нам фабричные методы для создания, например, определенного какого-то продукта. Одиночка. Ну, одиночка — это порождающий паттерн проектирования, который гарантирует, что у класса есть только один экземпляр и предоставляет к нему глобальную точку доступа. Ну, одиночка из паттернов даже в каком-то роде перешел уже в антипаттерн, потому что он был и есть довольно популярным. И иногда из-за этого даже возникают определенные несогласования, определенные проблемы и ошибки. И вот почему сейчас расскажу. У нас также есть реализация этого паттерна. Наверное, самый такой наглядный пример это база данных.
То есть у нас есть несколько разработчиков, которые работают, например, там, над разными фичами. Там это, допустим, старт проекта, и нужно инициализировать базу в коде. И условно они там, не знаю, не согласовали это с друг другом, никто никому не сказал, и каждый там начал запускать как-то все по-своему. В принципе, база данных должна быть одна. Ну, ее инициализация в коде должна быть, это, например, в одном месте и один раз. У нас есть там сам какой-то простенький пример для реализации этой базы данных и непосредственно ее инициализация. То есть у нас есть конструктор, который принимает, сама база данных, которая принимает какие-то входящие данные, и мы дальше проверяем, если у этой базы данных есть exist flag true, то есть база данных была уже создана, мы просто возвращаем ранее созданный инстанс этой базы данных. То есть мы ее заново инициализируем. И то же самое происходит с данными. То есть мы проверяем наличие этих данных, и если, например, какой-то один и тот же метод или свойство было вызвано от этого класса в разных местах программы, то он не изменяется. Наверное, проще будет объяснить на результате. Вот, то есть у нас мы инициализируем базу данных, переводим флаг в true и увеличиваем уровень приоритета. Изначально он у нас был 0. Потом мы опять же создаем, например, ну, условно это другое какое-то место программы. Мы опять инициализируем эту базу данных. Мы там, например, ее решили почему-то выключить. Хотя этого, например, там делать не нужно было. И повысить уровень еще на 2 раза. И в итоге, как мы видим, статус базы данных у нас не меняется, потому что она должна быть по логике вещей изначально включенная, но где бы мы ни обращались, уровень приоритета мы увеличиваем в 3 раза, потому что, ну, это у нас один класс, один инстанс, и ну, база должна являть собой что-то целое, совокупное, и поэтому в этом случае эти базы будут связанными, потому что это является, ну, одиночка, синглтон, то есть единственный экземпляр. И что бы мы ни делали, где бы мы ни обращались к этой базе данных, все время она будет, ну, однородная, и это не будет вызывать создание множества классов, множества каких-то новых баз данных, и тем самым мы не будем засорять память. Применяемость. Когда в программе должен быть единственный экземпляр какого-то класса, доступный всем клиентам. Например, общий доступ к базе данных из разных частей программы. Или когда вам хочется иметь больше контроля над какими-то глобальными переменными. Опять же, наша база является глобальной переменной. Она неизменяемая, она с момента инициализации является постоянной. Декоратор. Декоратор, мы уже переходим дальше к структурным паттернам. Декоратор — это структурный паттерн проектирования, который позволяет динамически добавлять объектам новую функциональность, оборачивая их в полезные обертки. Так, по декоратору. Ну, если вот просто пока без кода, на картинке говоря, любая одежда — это есть декоратор. То есть, если нам очень холодно, мы надеваем свитер, но при этом свойство нас как человека, как личности, оно не меняется. Нам просто становится теплее. Если там на улице пошел дождь, мы надеваем дождевик, и условно у нас добавляется какое-то новое свойство. То есть нам опять же тепло, и мы там не становимся мокрыми, там нам не холодно. Декоратор, в принципе, несет в себе, ну, ту же логику к реализации. У нас, на этот раз возьмем пример кофе, то есть у нас есть, например, какой-то, вот, у нас там, например, изначально был человек, тут у нас будет кофе, то есть у нас есть какое-то самое обычное простое кофе. Оно реализует в себе 2 метода, то есть мы можем получить стоимость кофе, и мы можем получить описание, что это за кофе. Ну, например, мы хотим что-то в это кофе добавить, мы там какие-то разные добавки, сахар, сливки, еще что-то, и для этого нам как раз и нужны декораторы,
чтобы не создавать множество каких-то разрозненных одинаковых классов, одинаковых объектов, мы можем реализовать это с помощью декораторов. К примеру, у нас есть кофе с молоком, у нас есть кофе со сливками, и у нас есть кофе с ванилью. И, как вы видите, они реализуют в себе одинаковые методы и одинаковые конструкты, вернее, имена методов, имена свойств, они одинаковые. Вот сама реализация их уже разная, но они подразумевают под собой не наследование, а просто, как сказать, декорирование предыдущего метода, предыдущего класса. Если непосредственно к самой уже реализации, то есть вот мы имеем наш изначальный кофе, вот обычный кофе, и мы возвращаем цену, возвращаем его описание. Так, это 4. То есть у нас есть цена 10 и обычный кофе. Но мы хотим добавить кофе, например, там молоко. Тем самым мы можем применить наш декоратор с молоком. Вот он у нас был. И просто мы применяем предыдущий объект и дополняем, как бы расширяем его свойства. То есть у нас уже есть там цена 12, и у нас уже обычный кофе с молоком. Ну и раскомментирую и так далее. Опять же, применяемость, когда вам нужно добавлять обязанности объектам на лету, незаметно для кода, который их использует. То есть, опять же, у нас есть, например, там, не знаю, 50 каких-то разных классов, которые реализуют какие-то свои методы и свойства. Но нам нужно, например, там расширить там каких-то 10. Нам не нужно идти, искать, где они использовались в программе, какие это ошибки может вызвать, какие изменения, если мы что-то поменяем, это может повлечь за собой какие-то изменения, и нам не нужно это каждый раз отслеживать. То есть, если нам нужно использовать там какие-то из этих там 50 классов, расширить их, как-то добавить какие-то новые свойства и методы, мы просто применяем декоратор и получаем на выходе какую-то новую реализацию, расширенную реализацию изначального базового класса. И когда нельзя расширить обязанности объекта с помощью наследования. Потому что с наследованием могут быть проблемы. То есть, когда мы используем наследование, мы можем там потащить за собой лишнюю информацию, добавить каких-то лишних свойств методов, то есть, опять же, захламлять память и получить на выходе то, что нам не сильно и нужно было. Так, далее. Фасад. Фасад — это структурный паттерн проектирования, который представляет собой простой интерфейс к сложной системе классов, библиотек или фреймворку. Это, наверное, один из самых понятных и самых простых паттернов, потому что, сейчас покажу на примере. Пример тут достаточно простой. То есть у нас есть какой-то там сложный механизм. Это может быть, там, если возвращаясь к предыдущим примерам, фабрика по производству дверей, фабрика по производству автомобилей. И чтобы это все запустить, нам нужно там запустить сразу там не один процесс. Нам нужно там поэтапно запускать определенно какие-то процессы друг за другом, реализовать какие-то классы внутри других классов, реализовать какие-то методы. И для этого как раз служит паттерн фасад. Он объединяет в себе набор определенных программ, которые стоит и скрывает, под собой он скрывает какие-то сложные реализации. Например, у нас есть компьютер. Компьютер — это также сложная система, которая запускает там множество программ и подпрограмм для запуска, для каких-то действий, для выключения. И вот у нас есть реализация самого компьютера с кучей методов и простой фасад для него. То есть у нас есть определенный конструктор, который принимает этот компьютер, и два класса — включить и выключить. То есть мы для того, чтобы включить компьютер, мы не вызываем каждый там метод отдельно. У нас для этого как раз и существует фасад. То есть мы можем компьютер включить. И также мы можем компьютер выключить.
Так, код мы опустим. Опять же, перейдем к применяемости. Когда вам нужно простроить нужно простой или урезанный интерфейс к сложной подсистеме, или когда вы хотите разложить подсистему на отдельные слои. Ну, в принципе, большинство библиотек так реализуется, что у нас есть какие-то сложные там вычисления, сложные действия под капотом, а наружу мы получаем какой-то метод, функцию, либо набор каких-то простых методов, которые уже там под капотом реализуют все какие-то сложные вычисления, сложные механизмы. Так, следующий паттер это заместитель, то есть прокси. Ну, тут, наверное, тоже будет легко, потому что, судя из названия, вообще все паттерны, все названия паттернов были придуманы не просто так, они были придуманы с расчетом того, чтобы уже по названию можно было плюс-минус понять, что он делает. То есть прокси это довольно распространенная вещь, и механизм работы тут такой же, как и у обычного прокси. То есть это структурный паттерн проектирования, который позволяет поставлять вместо реальных объектов специальные объекты-заменители. То есть эти объекты перехватывают вызов к оригинальному объекту или позволяют что-то сделать до или после передачи вызова к оригинальному объекту. И сейчас перейдем к примеру. Пример, в принципе, наверное, будет тоже не сильно сложный. Тут какого-то рода логинизация. Ну, в нашем примере, опять же, про двери, это будет пример с кодовым замком. То есть у нас есть точнее, интерфейс самой двери, который реализует в себя два метода, это открытие и закрытие. Но, опять же, мы хотим поставить, например, на эту дверь кодовый замок. И для того, чтобы этот кодовый замок работал, нам как раз тут и нужно прокси, который реализует класс security. Все, в принципе, достаточно просто. У нас есть несколько методов. Security принимает в себя непосредственно саму дверь, реализует метод открытия, проверки аутентификации и закрытия двери. То есть, опять же, security является определенной прокладкой, прослойкой между самим объектом и каким-то вызовом каких-то действий, функций. То есть, как было сказано в самом определении, он выполняет какие-то действия до или после того, как мы получили уже доступ к объекту. И вот его сама реализация. То есть мы там подошли, вводим пароль, дверь не работает, потому что мы попадаем сюда, в этот метод, вводим пароль, пароль недоступен. Мы ввели верный пароль, и после этого там, условно, там сразу закрыли дверь. Опять же, эти вызовы перехватывает прокси, мы успешно открыли дверь, и после этого дверь была закрыта. Применяемость, то есть прокси ограничен доступ к основному объекту. Также бывают логирующие прокси, которые необходимы нам для ведения каких-то, ну, не для ограничений, например, для ведения каких-то логов, чтобы отслеживать историю, которая происходила там с определенным объектом, или кэширование объектов. Да, также с помощью прокси мы можем создавать определенный кэш, и в следующий раз, когда мы будем обращаться к объекту, мы можем перехватить этот вызов и не идти там непосредственно к объекту, а просто получить эти данные уже с прокси, с кэша. Итератор. Итератор — это поведенческий паттерн проектирования, который дает возможность последовательно обходить элементы составных объектов, не раскрывая их внутреннее представление. То есть, что такое, по сути, итератор? То есть, у нас есть музыкальный плеер, там и кнопка вперед, назад, play, пауза. И непосредственно, ну, когда мы нажимаем, например, вперед или назад, мы итерируемся по каким-то наборам данных. То есть в нашем случае это по музыке. И тут даже можно перевести пример. В JS есть уже эта реализация, в принципе, итератора. Это тоже один из самых популярных там паттернов,
поэтому мы даже внесли спецификацию как. И да, если перейти к примеру, вот опять же, возвращаясь не к плееру, например, к радиостанции, у нас есть радиостанция. В этой радиостанции радиостанция возвращает, ну, свою там частоту. И непосредственно сам итератор, то есть, который принимает эти радиостанции. Он реализует метод добавления этой станции и удаления этой станции. Когда мы, например, вызываем станцию, вернее, мы создаем какой-то лист радиостанции, изначально он у нас пустой, и потом с помощью этого метода мы начинаем добавлять туда, там, например, определенные частоты. После этого, когда лист заполнен, мы можем легко по нему проитерироваться и получить уже какой-то, ну, получить определенную радиостанцию. Также можем, сейчас покажу. Также мы можем, например, там, удалить станцию из этого списка. И основная суть предоставить возможность перебора коллекции без раскрытия внутреннего представления элемента. То есть по факту мы не знаем, что внутри происходит, просто мы там добавляем туда радиостанции, удаляем туда станции, но непосредственно саму суть этого объекта мы не раскрываем. И вот можно взглянуть еще на один пример. То есть у нас есть непосредственно сам итератор, есть какой-то индекс, есть набор элементов. И, ну, как в стандартном символ итераторе, то есть мы реализуем два метода, next и hasNext, то есть проверяем наличие, ну, конечность, типа наличие последующих элементов. И реализуем сам объект итератора. Ну, это, как сказать, итераторы могут быть разные. Важно, вернее, сама суть в том, что реализация итерирования само по этим объектам, оно может быть реализовано также по-разному. То есть тут мы создаем array итератор, тут у нас object итератор. И, естественно, перебирать мы можем их по-разному. То есть у нас могут быть какие-то разные методы. Мы можем что-то, ну, на лету делать. То есть как-то видоизменять этот объект. Но суть все время остается одна. У нас должен быть реализован метод next и hasNext, чтобы мы могли как-то итерироваться по этим объектам. И опять же, если непосредственно к самой реализации, вот мы не знаем, что там внутри, мы просто туда передаем набор каких-то определенных данных. И как мы будем по ним итерироваться, это уже скрыто непосредственно в самом классе. То есть, опять же, если мы там создаем какой-то фреймворк или еще что-то, и нам нужно там, не знаю, у нас есть какой-то определенный там набор входящих данных, мы скрываем всю эту логику внутри класса и непосредственно выдаем наружу уже только какое-то готовое решение, то есть там, не знаю, выводим какой-то определенный набор данных. То есть все, что внутри, должно быть скрыто. Применяемости. Когда у вас есть сложная структура данных, и вы хотите скрыть от клиента детали ее реализации из-за сложности или вопросов безопасности. Да, кстати, важный момент, то что, опять же, итераторы, они скрывают в себе какие-то определенные, ну, имеется набор определенных методов, например, для, там, не знаю, какой-то системы там, безопасности может быть внутри скрыта, и там мы пропускаем через нее какие-то определенные данные. То есть там пользователь не должен знать, что происходит внутри под капотом, почему там эти данные там проходят и как они там валидируются. Он должен просто предоставить какие-то данные и на выход там, например, там, получить какую-то коллекцию каких-то данных. Когда вам нужно иметь несколько вариантов обхода одной и той же структуры данных, опять же, мы можем передать в итератор какой-то определенный тип, то есть там, не знаю, ну, обозвать как там разные методы перебора какими-то разными именами, и по факту у нас будет один класс, который принимает на вход какие-то данные, который принимает
определенный метод перебора, и у нас все там варианты работы с этими, варианты перебора этих данных скрыты в одном классе. И когда вам хочется иметь единый интерфейс обхода различных структур данных. Ну, в принципе, это схоже с предыдущим. То есть у нас есть единственный интерфейс, который служит для перебора и обхода данных. Так, дальше посредник, медиатор. Это что-то схожее немножко с прокси. Это поведенческий паттерн проектирования, который позволяет уменьшить связь множества классов между собой благодаря перемещению этих связей в один класс посредник. Почему схоже с прокси? Потому что он также служит для связи данных, ну не для связи, а для предоставления легкого доступа к данным с помощью какой-то определенной, опять же, прослойки. Ну, в этом случае посредником является не прокси, а посредником является другой класс. Он нужен для того, чтобы вывести сложную структуру логики взаимодействия разных классов в одну сущность. То есть, опять же, у нас есть несколько классов, и мы создаем какой-то там суперкласс, который будет контролировать все, логику взаимодействия всех этих классов. Мы не будем там вызывать их там друг на друге, тем самым оставляя возможность переиспользовать там какие-то определенные классы, компоненты на различных страницах. То есть, если у нас там есть какая-то сложная логика производства, связанная с друг другом, мы не начинаем там наследоваться, либо пихать их друг в друга, мы просто создаем какой-то общий интерфейс, общий класс, который будет их связывать с друг другом, и тем самым мы оставляем вот эти все мелкие классы, которые необходимы нам для производства, независимыми, и можем переиспользовать их в других участках программы. Вот, если, к примеру, у нас есть, например, чат, который является медиатором, он принимает, он хранит историю этого чата, показывает какие-то сообщения, то есть добавляет сообщение в чат, и также можно вывести эту историю. То есть медиатор является неким посредником между двумя пользователями. То есть вот у нас есть общий класс пользователя, который принимает имя и медиатор. И непосредственно мы можем там, например, начать саму беседу. Для этого нам нужно создать, мы вызываем чат. У нас есть два разных пользователя. И вся логика общения между пользователями проходит через этот медиатор. То есть непосредственно сами пользователи существуют как отдельные сущности. То есть они не связаны с друг другом. Их как раз вместе связывает медиатор. Сейчас выведу сообщение. Вот. По сути, медиатор нам показал два сообщения. У нас есть история. И также мы можем вывести историю этого чата. Как было сказано ранее в самом определении паттерна, у нас есть два независимых класса, которые связываются с собой через класс медиатор, но мы имеем общую, в итоге мы получаем какую-то общую, в нашем случае это историю чата, и эта история чата будет доступна в любой точке программы благодаря медиатору. И нам не нужно каждый раз там идти к разным пользователям и там спрашивать, какие там сообщения не отправили. Все это у нас доступно и хранится в одном месте. И применяемость. Когда вам сложно менять конкретные классы из-за того, что они имеют множество хаотичных связей с друг другом, когда вы не можете повторно использовать класс, поскольку они зависят от уймы других классов, и когда вам приходится создавать множество подклассов компонентов, чтобы использовать одни и те же компоненты в разных контекстах. Так, и теперь наблюдатель. Думаю, с наблюдателем так или иначе тоже все знакомы. Наблюдатель — это поведенческий паттерн проектирования, который создает механизм подписки, позволяющий одним объектам следить и реагировать на события, происходящие в других объектах. Если из примера,
то, например, на сайтах поиска работы вы можете подписаться на, там, на интересные вам вакансии, либо вы можете подписаться там, на каких-то новостных ресурсах на какие-то рассылки. И когда, не знаю, происходит какое-то обновление, там появляется какая-то новая интересующая вас новость, там вакансия или еще что-то, вас будут оповещать там по почте, там по телефону, как угодно. Паттерн-наблюдатель позволяет оповещать всех заинтересованных объектов о произошедших изменениях. И непосредственно сейчас код мы опять же выпускаем. Непосредственно к самой реализации. То есть у нас есть объявление о вакансии. У нас есть человек, например, ищущий работу. И у нас есть непосредственно сама доска объявлений. В JobSeeker мы реализуем конструктор, который принимает в себя имя и непосредственно само оповещение. А уже наша доска объявлений, она принимает в себя всех пользователей, то есть всех подписчиков. И потом уже рассылает какие-то оповещения, когда на доске появляется новое объявление. Вот давайте к реализации вот подпишемся на рассылку. У нас изначально, например, есть какие-то 3 набора пользователей. А это просто пользователи, они пока ни на что не подписывались. И также мы создаем доску объявлений. Позже на эту доску объявлений, например, подписываются 2 наших пользователя. Пока что у нас там пусто, никаких объявлений нету, но в момент, когда мы вот с помощью вот этого метода добавляем какую-то вакансию, наши пользователи будут получать уведомления. То есть вот наших 2 подписчика, появилась новая вакансия, и наши 2 пользователя получили информацию о том, что на сайте там появилась новая вакансия. Так, в принципе, по основным паттернам у меня все. Но я еще, так сказать, бонусом решил добавить 10-й паттерн. Сейчас, секунду. Тут будет без презентации. Просто объясню на коде. 10-й паттерн — это шаблон легковес. То есть основная его задача сводится к тому, чтобы минимизировать нагрузку на нашу память, то есть снизить вычислительные расходы. Пример его, ну, его сама реализация, не реализация, вернее, суть немножко смахивает на прокси, который необходим для кеширования. То есть как раз его основная задача — это кешировать данные. Ну, из примера, допустим, у нас есть там, не знаю, какая-то чайная, то есть у нас есть определенный какой-то вид чая, который мы наливаем, и у нас есть непосредственно там человек, который делает этот чай. Чтобы сэкономить ресурсы, мы не будем там для каждого клиента условно там заваривать воду, наливать чай. У нас там, не знаю, есть какой-то там термос, не знаю, чан с чаем, из которого мы это все разливаем. И нам не нужно каждый раз, когда у нас какой-то приходит новый заказ, нам не нужно там вызывать, ну, нам не нужно там идти, опять наливать воду, опять там наливать заварку, делать какой-то чай. В этом и состоит суть кеширования. То есть у нас есть определенное уже место в памяти выделено под все это. И вот, например, там человек пришел в наш магазин с чаем. У нас есть непосредственно работник, которым этим занимается, и заказы. Мы можем принять заказ и обслужить там человека. Вот, непосредственно мы инициализируем нашего работника передаем в магазин, работника передаем в чайный магазин, и у нас там приходят там клиенты. Например, у нас там пришло 3 клиента, 2 клиента у нас там за первым столиком и 2 клиента там за вторым и за пятым столиком. И для того, чтобы их обслужить, нам не нужно каждый раз идти и готовить этот чай. У нас просто уже есть, так сказать, сохраненные в памяти эти чаи. И в итоге мы получаем только 3 вызова, а не 4, потому что клиентов за первым столиком, в принципе, можно было
обслужить, не знаю, какие-то не чашкой чая, а чайником чая, и поэтому, в принципе, память сэкономилось место, и сэкономилось там силы, работника и прочее. Все, если тогда нет вопросов, всем спасибо за внимание. Надеюсь, всем было понятно, что-то узнали для себя новое. Жалко, конечно, что не все успел показать, там, грубо говоря, половину, но я думаю, за это время все бы, там, все 20 плюс паттернов в голове бы не уложилось, потому что, да, тема не самая простая, какая-то, можно сказать, основа университетская, но знать, думаю, нужно и важно. Все, всем спасибо, был рад всех читать и видеть. Всем пока.